Привет, это арт-студия Единорог, и сегодня я предлагаю тебе порисовать осенние листья. Мы порисуем вот такой кленовый листок акварелью. Ну что, начнем? Для начала мы нарисуем эскиз на простой бумаге, для того, чтобы не затирать верхний слой акварельной бумаги. Я беру обычный, самый обычный листок и буду рисовать лист. Я делаю построение. Буду рисовать треугольник вот такой формы. Делаю специально легкое построение, чтобы было проще нарисовать. Посередине вот здесь я проведу вот такую вертикальную линию. И теперь вот этот промежуток разделю напополам. С одной стороны и со второй. Вот у нас получились оси верхних листочков. Вот здесь поставлю точки примерно посередине и чуть ниже линии. И начну строить верхний край нашего листа. У нас вот такие здесь уголочки и вершина листочка. Продолжаем построение клиньев. Теперь мы делаем вот этот клин тоже по такому же принципу. И сразу же параллельно мы будем рисовать вторую сторону. Это нужно для того, чтобы у нас получилось более не менее симметрично. Вот таким образом. Примерно в эту точку мы приведем и достраиваем нижнюю часть листа. Вот здесь у нас вот такой кончик остренький, и приходит он вот сюда. То же самое со второй стороны. Вот так вершину опускаем. Здесь у нас вот такая выпуклая часть. Стираем теперь треугольник, он нам не нужен. Но я не сильно стараюсь стирать, потому что я все равно буду переводить на акварельную бумагу. Так, чтобы только он нам не мешал. Теперь я проработаю получше внешний край листа. Сделаю поострее уголки, зазубрины какие-то сделаю такие, чтобы смотрелось как настоящий лист. Можно взять листик прямо кленовый домой принести и пробовать нарисовать по нему. Вот здесь немножко я исправлю, опущу вершину. Сразу нарисую ось у этого клинышка. У всех клиньев у нас проходит такая центральная линия, жилка. Уголки я делаю остренькие, а линию саму неровную. Посмотреть, если на кленовый листочек, то у нас линия идет неровненькая. Немножко исправлю, сделаю более острый кончик. Вот так. Здесь в этой области я нарисую длинную вот такую вот палочку, на которой у нас лист держится. И на жилках маленькие еще прожилочки будем рисовать. Вот таким образом. Здесь они уходят везде вот к этим острым углам на всех листочках. И дальше распределяются, так они где-то видны, где-то не видны. Здесь вот так.
Вот сюда уходит. Ну и здесь я на низ веду. Вот такой эскиз у меня получился. Теперь я возьму цветовой планшет. У меня есть цветовой планшет, но тебе рисовать на нем не обязательно. Можно просто приложить эскиз с акварельной бумагой на окно, на просвет. Так мы делали раньше, в моем детстве. И перевести на акварельную бумагу. Не обязательно акварельную, можно простую. Я делаю это вот в ускоренном режиме, чтобы было побыстрее. От того, что у меня световой планшет немножко засвечивается. Переводим наш эскиз, ставим видео на паузу, делаем тонкие-тонкие линии. Желательно не стирать уже на готовом листе. Это нам нужно для того, чтобы бумага не затирала верхний слой резинка. Вот что у меня получилось. Беру краски акварельные, беру кисточки, воду, полотенце, палитру. Полотенце мне нужно для того, чтобы я смачивала, ну, либо салфетка, излишки воды убирала. Начинаю рисовать. Я вначале начну с желтого цвета. Развожу вот так водичкой и начну вот с этого уголка. Заливаю желтым цветом. Делаю это аккуратненько. Возьму рыжий, оранжевый цвет. Так как мы рисуем осенний лист, в нем у нас смешивается и рыжий, и желтый, и красный, и охра, и зеленый, много цветов. Акварелью передать как раз живописность — это самое то. И самое интересное, что это сделать просто. И вот так начинаю смешивать цвета прямо внутри листа. По контуру делаю аккуратненько, не вылажу за контур. Добавим зеленого. Вот в этой области добавлю зеленого. Здесь у нас еще лист остался зелененьким. И снова переходит в рыжий. Здесь я залью все рыжим. И затем уже буду добавлять красный цвет. Краешек сделаю вот этот кончик листика тоже желтеньким. Я беру достаточно много воды, чтобы у меня было хорошее смешивание. Но смотри, нужно тоже сделать это аккуратно, чтобы не получались лужи. Будем вот сюда вводить красный цвет вот так вот капельками. Смотри, как красиво растекается краска. И вот так уголочек. Здесь еще добавлю немножко. Сюда вот возьму уже прямо красный. Немножко с рыжим смешаю. Верхняя часть у меня будет переходить в красно-рыжий.
Очень аккуратненько делаю край листочка, чтобы у меня не получилась размазня. Возьмем зеленый чуть-чуть. Побольше надо. Вот здесь добавлю зеленый. Он смешается с красным и получится такой красно-зеленый цвет, грязноватый, но вот он на листе так и есть. И область жилок, вот посмотри, я вот так прям по мокрому прохожу зеленым. Сюда добавлю желтый, охристый желтый. Так, вот тут я буду делать зеленый. Зеленым надо поаккуратней, не смешивать его более чем с одним цветом, потому что он будет уходить в грязь. Здесь у меня будет прямо красная область. Снова зеленый сделаем здесь вот так кончик. Смешиваю с желтым немножко, добавляю охры. Здесь вот в центре более красный он у меня будет. Здесь вот краешек тоже зеленый, зеленый понасыщеннее. Добавлю вот здесь красного, пока здесь еще мокро, чтобы был более глубокий цвет в этой области. Так вот он красиво растекается. Краешек залью полностью красным. Вот так. Чуть-чуть вот в этой области просто водичкой пятнышки вот так поставлю. Пятнышки растекутся, и когда она высохнет, будет красивый эффект. Пока мокрые, по краешкам добавлю вот прям зеленого вот в этом месте. Здесь усиливаю красный. Теперь возьму коричневый, смешаю с красным и нарисую палочку.
Делаю это тонкой кистью немножко вот сюда, здесь пока по мокрому. Выведу вот так вот к жилкам. Так у нас палочка соединится с листом и будет как часть листа, продолжением. А вот здесь внизу сделаю зеленым. Вот так. Чуть-чуть капельку добавлю фиолетового. Смешаю все это. У меня такой коричневый получается с зеленоватым, коричневым, фиолетовым оттенком. По краешку немножко пройдусь этим цветом. И вот эту сторону сделаю желтым. Прям вот так. Возьму тонкую кисть. Теперь я буду прорабатывать жилки. Тем же цветом, который я уже намешала, буду там, где у меня более подсохло. Очень интересный эффект получается, когда ты прям по мокрому где-то ведешь. По высохшей бумаге. Где-то растекается линия, где-то наоборот она четкая, ровная. И вот эти жилки, которые мы нарисовали, не все пририсовывают, отчасти. Там, где у нас больше тени. Вот так. У меня очень жиденькая краска разведена. В этой области я не делаю большой акцент. Теперь я добавлю немножко насыщенности, сделаю более плотный цвет. И вот здесь у меня прям мокрая. Специально делаю так, чтобы растеклась эта линия. Не совсем уплыла, но чуть-чуть подрастеклась. Вот посмотри, там, где я ставила пятнышки чистой водой, они начали проявляться на красном. Эти пятнышки еще мокрые, но я прям хочу залезть вот сюда, для того, чтобы у меня растеклась немножко краска по ним, чтобы была неоднородная линия. Здесь также не до конца у меня получается линия. Я делаю некоторые прям с пунктиром. Некоторые я делаю светлее, некоторые плотнее. Здесь сделаю более плотный цвет. Вот кончики подчеркну этим темным цветом. Кончики у нас уже начинают подсыхать и подвяливаться.
Они такие засохшие, черненькие. Здесь немножко сделаю поострее край. Немножко сделаю поострее этот край вот тоже желтым цветом. Рыжим цветом здесь вот сделаю акцент, то, что у нас подсыхать начинает краешек листочка. Вот так. Немножко еще доработаю жилки. Краешек листа также немножко хочу подсушить. Здесь уже такая точечка. И здесь такая точка. Также сделаю более плотный цвет вот в этой области. И вот такой лист у меня получился. Надеюсь, у тебя тоже все получится. Если получится не с первого раза, не расстраивайся. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.